Всем привет! Сказанное в этом видео является либо философией автора, либо ее личной фантазией. Я ни к чему не призываю, никого не оскорбляю. И Ника The King Affirmation. Клипу 1 месяц, он настолько понравился эстетически, что мне его хочется разобрать. Хотя он не такой уж и информативный, чтобы прямо там ничего не предсказывает. Вы видите это? Вы это видите? Вот, казалось бы, уже после всего разобранного уже ничем не удивить. Что казалось, что оказалось. Сперва я не понимала, это 3D-печать, может же такое быть. Потом смотрю, нет, это вот... Как это можно было вообще выполнить? Если это не компьютер, то это очень сложная работа. Сперва расшифровка пришла не сразу. Это все те же темы, которые мы обсуждаем тут. Свет залетает, вот здесь я не разгадала, что это. Все остальное в целом в ключе того, что обнаруживает мой канал. Если не ошибается, свет попадает в рот через струйку. Вот, во рту свет. А глаза, тут белок глаза темноватый, сам зрачок белесый становится. То есть все наоборот. Интересно, гамма, вот в каких тонах это снято. Оно настолько все смотрится едино. Персонаж встает. Тут очень классная хореография. Она выпускает этот свет изо рта. Выпускает, формирует шарик, а дальше начинается танец. И перстень такой вполне, в целом, сама картинка очень-очень. Кто это снимал? Я говорю, я уже зритель, которого мало чем можно зацепить. Формируется шар света. Свет проникает через тучу в пустыню. И дальше, видимо, местные жители, подразумеваются, начинают танцевать. Это надо смотреть в движении, я не могу это сделать. Но это действительно впечатляюще все смотрелось от начала до конца. Странный танец, они идут как бы по кадру. Там каждая следующая трогает рукой предыдущую, и та начинает танцевать. То есть как передача и как кадры фильма. Вот настолько разные средства отображения одного и того же, что я поначалу бываю в замешательстве, а потом, сейчас уже это быстрее. Раньше уходили дни, недели иногда, а сейчас моментально, несколько минут, и все тот же сюжет сложился. Вода, это уже водная символика, и передача этой энергии. Что за энергия? Вот это, пожалуй, единственная новость в этом клипе. Все остальное в целом это уже из того ряда, который показывался раньше. А здесь вот эта великолепная бижутерия из жемчуга. Я сразу подумала, звезда Аль-Нилам. Ну зачем же я все притягиваю? Опять звезда Аль-Нилам и в поясе Ориона. А жемчуг подчеркнут даже вот внешностью, прической персонажа. Вроде бы что такого, все равно смотрится необычно. Я говорю, кто это снимал, достаточно сильная работа получилась. 2 минуты 46 секунд. В общем, так отсняли, что зрение хочет смотреть. Смотрите, здесь дублировано вот вокруг бюста. Дублированный символ. Тоже, видимо, связанный с этой историей, что означает, не знаю, но его показывают. И у Сальвадора Дали даже этот символ, летающие отрезанные тити. Причем у молодого Сальвадора Дали. То есть он уже был посвященным на момент старта карьеры. Все это происходит на фоне подчеркнуто неба, туч. То есть все это происходит высоко в небе. Посмотрите, может быть, кто посмотрит, может быть, в движении танца там что-то еще заложено. Очень может быть. Вода и энергия объединились. Дальше будет следующее.
В их телесных костюмах, кстати, может быть намек на наготу, то есть голые люди. И босые. Поднятие меча, шлем. Сейчас мы переведем это более точно. Да, цветовая гамма для клипа такая выбрана, как бы сказать, завораживает. Дальше тут будет не очень видно, но подразумевается, что вот этого же персонажа со светлой головой в жемчуге поднимают. Ее поднимают, не знаю, кто как это расшифрует, у меня простое объяснение, это поражение. Но после этого ее садят на трон и коронуют. Ну а теперь простая расшифровка. Лица, два лица и плюс собственное. 3 генетики Сатана. Шлем, ну, как это сказать, кольчужный шлем. Киборгизация. Меч, военное положение. Там полноценный боец. Но на этот раз вот это все, да, камень, похищенная генетика. Алмаз, диамант. На этот раз именно в этом сюжете показали очень-очень эффектно и действительно необычно. На фоне всех отснятых клипов это было очень эффектно. Вряд ли случайная деталь, швы, дыры, последствия боя. Значит, клипу 1 месяц. И видим тут корону, да? Не знаю, можно ли произносить это слово сейчас, может быть, уже можно. Но меня напрягло, потому что еще один клип. Huda Boom Official Music Video. Это давность 8 месяцев назад. Предыдущий клип был крут своей режиссурой, текущий очень эффектным исполнителем. Они смогли создать такой персонаж тоже. Но это в стиле, как это сказать, «Сумерки». Я не знаю, как выглядят корейские деньги или какие-то еще деньги, честно не знаю. Но здесь как предвестник, опять-таки, борьбы с бумажными деньгами. Вот они, сумерки. Напряженный клип, здесь темный лес, в конце будет красный свет. Ну и вот в предыдущем была диадема на голове, здесь маска. Что это предвещает? Вообще у этого аксессуара широкое применение. Это может быть, да, и медицинская тема, это может быть химиоотравление какое-то, когда в противогазах. Это может быть война, когда тоже одевают все, что еще может быть. Ну, карнавал разве что. Такой красный фон, после будет в лесу напряженные красные деревья. Напряжение. Красно-черно-белая гамма, никем не разгаданная, но всеми замеченная. Насчет сережки пишите, как на кокон похоже, насекомых. И здесь следующий красный фон. И на футболке такая надпись. Вот все говорит про напряжение, про накал. Но клип снят 8 месяцев назад. Что было 8 месяцев назад? Давайте вспомним. Сейчас начало марта. 8 месяцев назад была граница июня и июля. После этого много чего тяжелого произошло, вы знаете. Да, в целом это может быть именно связанное что-то с милитаризацией и бомбами. Жучки. Вот на жучков похоже, да? Вот здесь кадр. Такой прием используется тоже неоднократно, когда человек сидит на фоне многих телевизоров. Вот, мелькал свет, мне с большим трудом удалось словить этот кадр, где он все-таки светлый. Цепи, кто-то в цепях. Цепи — это есть телевизоры, экраны — это цепи. Вопрос для кого?
кто-то обременен именно цепями либо виртуальным миром. Если бы мы говорили про интернет, чисто его возможности, то были бы все-таки компьютеры. Здесь подчеркнуты мониторы, просто телевизоры, причем иногда такие вот странные, как для сегодня, да. Тут как будто даже круглый экран. Еще идеи, какие ассоциации? Экранирование, да? Экранировать что? Но цепи. 8 месяцев назад, начало лета прошлого года, 22-го. И опять же обратим внимание, здесь море с высоты, море, пена. Здесь море на глубине, здесь забеленные экраны, море. Ну и вот такой лес. И в конце самый последний кадр одевает маску. Экраны поломались, поломалась какая-то трансляция. Кто же это в цепях? И напряженный красный фон. То есть, быть может, это тот смысловой ряд, который никто не ловит в причинах войн. Что-то происходит в той природе, о которой мы даже не подозреваем, в природе симуляции, например. Или между высшими существами. Указывает пальцем. Ну, похоже на то, что это, да, это предсказание того, что уже произошло, собственно, более полугода назад, в течение. Цепи обязательно. Это выглядит вроде бы круто, но это символ. Я, конечно, жду ваши ассоциации. Бум называется клип, в конце он там возносится куда-то он как бы возносится над деревьями, то есть попытка вознесения или попытка побега. В глазах, конечно же, линзы, такой цвет глаз быть не может. И в самом конце, это финал, он одевает вот этот аксессуар. А нет, это не самый конец, это 3:20. Дальше еще другие кадры будут. И в конце бум. Бум — это бомбежка, удары. Интересно в целом наблюдать, да, вот просто смотришь, у тебя накапливается. Да, пора завести файл, вот здесь он возносится, здесь сиреневое облачко над красными деревьями. Пора завести файл, вот еще эти много телевизоров, тоже отдельный символ. Ничего, скоро, быть может, они расшифруются. Вот, например, вороны сказали, что у скандинавского бога Одина было 2 ворона. Да, было 2 ворона. О них там пишут в основном в позитивном и философском смысле. Один их выпускает для того, чтобы они обследовали мир, что в мире. Но даже эти вороны ассоциированы, один с повешенными, другой с остальными мертвецами. Почему-то такое разделение. Но повешенные — это казненные, по идее. То есть в любом случае ворона ассоциируется со смертью. Хоть так, хоть этак, хоть философский смысл. Хотя само животное — это достаточно умная птичка. Ученые изобретают разные там схемы, как изучать ее интеллект. Она там палочкой что-то достает из колбы. Но почему-то в истории именно ворона ассоциируется вот с чем-то таким, все время с чем-то мрачным. Да, и я продолжаю смотреть сериал «Уэнсдей». Из растений там были нероль и бергамот в связи со свитчем. Еще там были призрачная орхидея и стычка в кабинете биологии, а также в связи с тайным обществом белладонна. Если я какие-то растения из этого фильма пропустила, пишите. Это может быть не случайно, но я повторяю, я большой фантазер, я просто сочиняю что-то. Мне так интереснее жить, питая подозрение, что все вокруг не случайно. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.